Да. Можно? Да, можно заходить. Здравствуйте. Здрасте. Я Всеволод, пиар-менеджер. Очень приятно. Это Жанночка. Платон Ильич, мне говорили, что вы здесь самый лучший врач. Это большое преувеличение. Я побежал, ты по дороге домой будь осторожна, хорошо? Платон Ильич, вы простите, я вынужден бежать. Работа. До свидания. До свидания. Будь умницей. До вечера. Муж? Муж, причем идеальный. Идеальный муж – это что-то эдакое ненастоящее. Чего и нет на этом свете, а разве только на том. Вы действительно так думаете? Ты, Оскар Уайльд, так думает. Пройдемте смотровую, я вас осмотрю. Ну, позвольте мне не согласиться с вашим Оскаром, который Уайльд, вы знаете, все-таки существуют идеальные мужья. Я вот на своем примере вам могу рассказать. Севочка идеальный муж. Месячные когда в последний раз были? Не знаю. Что значит «не знаю»? Они у меня нерегулярные, я не заметила. Тошнота, головокружение. В том-то и дело, ничего. Если бы не Севочка, я, наверное, сначала родила б, а потом поняла, что была беременна. Севочка у меня очень заботливый, он с меня пылинки сдувает. Ой, вчера захотелось маринованных огурчиков. Ночью пошел, купил, а потом спрашивает Жанночка, а может, мы беременны? Ваш муж совершенно прав. Вы беременны. С вами все в порядке? Со мной такое случается. Ой. Голова кружится. Видно, давление скачет. В следующий раз приходите с мужем. В нашем своем положении рисковать нельзя. Я бы с радостью. Он вечно в командировках. Как я вас понимаю. Мой тоже. Но в остальном лучше его не найти. Вы с моим супругом не знакомы. Он у меня такой, мечта любой женщины. А вам сюда. Да, помогите. Ой, спасибо. Всего добра. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Капитан Добротин. Вы не скажете, где я могу найти Земцова Платона Ильича? Он принимает смотровой на 2-м этаже. Спасибо большое. Вот здесь лифт. Спасибо. Не забудьте одеть халатик. Обязательно. Приходите, Маша, через 2 недели. Пожалуйста. Спасибо, доктор. До свидания. До свидания. Так. Платон Ильич? Да. Здравствуйте. Здрасте. Капитан Добротин Сергей Никитич. Очень приятно, Сергей Никитич. Чем обязан? А вы не догадываетесь? Понятия не имею. Меня интересует хозяин дома, где вы квартируете. Николаев Александр Иванович. Что вы о нем можете рассказать? А что случилось? Платон Ильич, давайте вопросы буду задавать я. Вы же не хотите, чтобы я вас повесткой вызвал, правда? Ну, это как вам удобнее. Платон Ильич, мы не хотим огласки. И уж тем более не хотим бросить тень на вашего друга. Особенно, если наши подозрения окажутся необоснованными. Понимаете, о чем я говорю? Николаев, в прошлом офицер, подполковник. Познакомились мы с ним в Монголии. Он отвечал за обеспечение госпиталей. А чем конкретно? Медикаменты, транспорт, палатки. Ну, в общем, зав. По хозчасти. Скажите, а вы, доктор Земцов, имеете отношение к бизнесу Николаева? Я акушер-гинеколог. Бизнесом я не занимаюсь. А когда последний раз уезжал Николаев? Когда?
Ну, уехал, по-моему, в пятницу и вернулся в понедельник. А куда? Нет, неизвестно. В свои дела он меня не посвящает. Ну, хорошо. Спасибо большое. Я так понимаю, до скорых встреч. Еще несколько десятилетий назад женщины не знали ничего о существовании школ для молодых мам. По сравнению с этим, в наше время беременные… Так, это пропустим. Вот. Теперь любой желающий сможет получить профессиональный совет у специалистов областной больницы, так как совсем недавно в ней открылась школа молодых мам. Нам удалось побывать на лекции доктора Земцова Платона Ильича, слова которого не оставили равнодушным ни одного человека. Да, Земцов прославился. Ну, во-первых, не Земцова, а больница. Значит, таки это правда, что Савчук удалось выбить деньги на создание этого центра. Лучше бы должностные оклады повысили. Ну что вы постоянно деньги. Ну при чем-то? Тут речь идет о каком-то уровне. К нам и так очереди в больницу были, а теперь еще больше будут. Правильно? Возможно. Олег Борисович, я думаю, мало кто из сотрудников разделяет ваши альтруистические настроения. Я думаю, вы не будете спорить с тем, что каждый труд должен быть достойно оплачен. Конечно, скучаю. Конечно, думаю. Конечно, люблю. А Валерия нормально, хорошо, смешная. Слушай, у меня в следующем месяце курсы повышения в Москве. Наверное, не получится. Савчук не отпустит. Нет, пожалуйста, не надо приказ по Министерству здравоохранения. Ты здесь работы не в проворот. И… Ну, сейчас уже как раз работа. Все. Давай, я тебя целую. Пока. Филатова. Да, сейчас спущусь. Сереж, привет. О, привет. А что у нас в больнице делает старший лейтенант полиции? Опять жалобы на врачей? Обижаете, гражданин начальник. Уже капитан. Ну ты что, поздравляю. Да, Поздравляю. спасибо большое, спасибо. Ну, какие там жалобы? Так, знакомая попросила своей подружке передачку по пути забросить. Вот я здесь. Чьей подружки? Что? Не, я как был одиноким волком, так и не остался. Ты прости, у меня служба. Да, конечно, счастливо. Рад был видеть, счастливо. Я тоже. Врет. Чего? Врет. К Земцову приходил. Точно? Угу. Сама видела. Читала про вас статью в газете, прославились, поздравляю. Вы обо всех женщинах такого невысокого мнения? Нет. Вы зачем к вам приходили из полиции? Так это приятель мой заходил. У них зарплату задерживает. Зашел трешку занять. Ну, с Богом. Что вы, куда вы? Извините. Да. Разрешите? Заходите. Меня зовут Всеволод. Очень приятно, Всеволод. Мария Станиславовна, мне рекомендовали вас как лучшего врача в этой больнице. И поэтому я хотел бы, чтобы именно вы наблюдали мою жену. Ну почему же лучшего? У нас все врачи хорошие. Вы знаете, пусть ребенок уже сейчас приобщается к красоте. Вы большой льстец. Вы знаете, именно сейчас я говорю очень серьезно. Скажите ей, что приходила завтра. Ну, замечательно. Ее фамилия Резник. Резник. Всего доброго. Всего доброго. Симка, у нас девочка.
Отлично, отлично, Жанночка, все идет по плану. Смотри, какая она красивая. Да, вся в маму. Тебе нужно идти. Мне нужно бежать, понимаешь? Ребенок в наше время это очень дорого. Так, кстати, про дорого. Вот тебе деньги на такси. Значит, будь умницей, береги себя. Вечером позвоню. Все. Все, пока. Я тебя обожаю. Я вас не понимаю, вы не слышите и сказать не можете. Сейчас, секундочку. Что вы хотите? Она хочет узнать, где принимает доктор Земцов. Доктор Земцов, 2-й этаж, ординаторская. 2-й этаж, ординаторская. Лифт там. Пожалуйста. А откуда вы знаете язык жестов? Ну, я когда-то работал в артели глухонемых. Ой, это, наверное, сложно. Да что там сложного? Как обычный иностранный язык. Выучил и все, без проблем. Всего доброго. Спасибо. Оля, привет! Ой, подожди минутку, хотела тебя с мужем познакомить. В следующий раз познакомишь. Как ты выглядишь потрясно! Да, муж купил. Он меня просто заваливает подарками. А мы еще вчера в детский мир ходили. Ты была права, коляски на любой вкус. У меня глаза разбегаются, я не знаю, как убрать. А я была твоего парикмахера, ты посмотри на мою прическу. Так. Как ведут себя ваши мальчики? Не дерутся? Нет, мальчики ведут себя хорошо. Это хорошо, что хорошо. А где ваш муж? Антон. На работе. Нужно сделать повторное УЗИ. Желательно, чтобы Антон пришел с вами. Ну, тогда до встречи. До свидания. Мы вообще-то час уже ждем. Ургентный случай, дамы. Если вы не возражаете, я сама посмотрю, а вы, пожалуйста, помогите написать заключение. Да, конечно. Так. Воды. Нормальное количество. Плод соответствует 22 неделям. Трисомию можно полностью исключить. Вы со мной согласны, Андрей Васильевич? Андрей Васильевич. Да, все замечательно. Марина Станиславна. Станиславна. Извините. Но когда мы без начальства, можно просто Марина. Андрей. У вас такие духи с феромонами. Ну что вы, зачем мне феромоны, Андрей? Ну да, действительно, зачем? Вы заходите ко мне в кабинет, кофе попьем, поболтаем. Где мой кабинет, вы теперь знаете. Я жду вас у себя. Я вас найду. Ой, Оленька, привет!
что? Ты же знаешь, кто там? Да, мальчик. Ой, здорово. А я тебя сейчас со своим мужем познакомлю. Он там с врачом разговаривает в кабинете. Ты представляешь? Узнал, что у меня анализы не в порядке. Все бросил и примчался. До свидания. А вот и он. Мой Севочка. Севочка, познакомься, это Оленька. Оля Резник, я тебе про нее рассказывала. Познакомься, Жанна. Мой муж. Сева. Оленька, я все могу объяснить. Так вот, в какие командировки ты ездишь. Оленька. Жанна, я все могу объяснить честно. Платон Ильич, у меня сейчас Василенко. Да, нужно ваше присутствие. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Антон Василенко, муж Веры. Извини, опоздал. Я что-то пропустил? Вот они ваши, близнецы-братья. Видите? Да пока не очень. Что-то шевелится. Шевелится, шевелится. Здравствуйте. Антон? Да. Платон Земцов. Я веду вашу супругу. Фотофетальная трансфузия. Думаю, да. Что-то не так? Да. У близнецов диспропорции в размерах. Без врачебного вмешательства они могут погибнуть. Неужели все так серьезно? Серьезно. Придется делать операцию. Веру пока придется положить в отделение патологии беременности. Платон Ильич. Все, что смогу. Успокойся. Что будем делать с Василенко? Септостомию. Огромный риск повреждения пуповины и, как следствие, смерть обоих плодов. Если перекрыть кровоток в одной из пуповин более страдающего плода, мы повысим шансы второго на 85%. Такая процедура эффективна только на маленьком сроке. А вы что предлагаете, Платон Ильич? Лазерную коагуляцию. У нас недостаточное техническое обеспечение для такой операции. Но зато выживаемость стопроцентная. Да, но при использовании новейшего фитоскопа, которого у нас нету. Платон Ильич, а вы раньше это когда-нибудь делали? Нет. Ну, надо же когда-нибудь начинать. Ну, начинайте. С Богом. Все свободны. Пожалуйста. Платон Ильич, сделайте мне, пожалуйста, аборт. Не понял. Сева оказался подлецом. Все это время, пока я думала, что он в командировке, он жил с Олей Резник. И она тоже беременная от него. Если бы я знала, что он окажется таким... Я не хочу для своего ребенка такого отца. Откуда вы знаете, каким он будет отцом? Ну, он же меня обманул. Может быть. Но он-то вас не бросил. Нет. Каждый имеет право на второй шанс. Не могу. Простите. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот, сделайте мне аборт. Жанна, это невозможно. Все сроки для аборта вышли. Я заплачу. Жанна. Вот, смотрите. Жанна, уберите. Привет. Здравствуйте.
Слушай, помоги, а? Проведи вместо меня лекцию в школе будущих мам. Ничем не могу помочь. Я занят. К тому же, я совершенно не готов к лекции. Слушай, я тебя как мужик мужика прошу. У меня свидание. Может, судьба моя. А у меня эта лекция совершенно из головы вылетела. Ну, помоги, интерн. Я не интерн. Мало? Я заплачу, сколько вы скажете. Медведенко, уберите деньги. Пожалуйста. Вы не сделаете? Нет. Хорошо. Хорошо. Я все равно сделаю аборт. Если не у вас, то у другого врача. Свидание. Тура. Ну, хорошо. Доктор, коллега, профессор. Если ты мне не поможешь, я… Вы. Чего? Вы. Хорошо. Извините, как вас там? Аркадий Васильевич? Пожалуйста, будьте так любезны. Сделайте одолжение, помогите мне один раз, и вам воздастся. Я бы с удовольствием, Адольф Александрович. Но, к сожалению, у меня намечены дела не менее важного характера, так что поищите кого-то другого. Как же сказать-то? Монгол я уже просил. А вы к санитарке пойдите, к тете Паше. Она вам не откажет точно. Ну, хорошо, интерн. Долг платежом красен. Андрей Васильевич, вам можно? Да, проходите. В плаценте есть анастомоза. Образно говоря, кровь перетекает от одного плода к другому, что вызывает диспропорцию в размерах, а также маловодие одного плода и многоводие другого. Я предлагаю достаточно сложную операцию, но тогда шансы обоих плодов повышаются. Ты поняла? А если мы не согласимся на операцию? Тогда они погибнут. Другого выхода нет? Я за тебя боюсь. А с Верой все будет хорошо? Да. Да, мы согласны. Оля, что случилось? Марина Станиславовна, сделайте мне аборт. Сева меня обманул. Жил с двумя одновременно. Неделю со мной, неделю с другой. Вы ушли от мужа? Конечно. А вы могли бы жить с предателем? Нет. Речь не обо мне. Оля, вы студентка. Вы подумали, как вы будете жить без поддержки мужа? Вот поэтому я и прошу сделать мне аборт. Я не хочу, чтобы у моего ребенка был такой отец. Оля, ну что вы? Оля, вы поймите, что если вы сделаете аборт, то хуже будет только вам и вашему ребенку. Муж от этого не пострадает. Но я не смогу вырастить его одна. И вообще не хочу, чтобы у меня был сын от этого. Как вы не понимаете? Я понимаю. Я все понимаю, но помочь вам ничем не могу. У вас уже слишком большой срок. Все будет хорошо. Понятно.
Вам плохо? Скажите, а вы можете сделать аборт? Как вас зовут? Ольга Резник. А как зовут вашего мужа? Севочка. Севочка. Ой, да Севочка. Многоженство охраняет общество от зла проституток и любовниц и избавляет его от проблемы детей-подкидышей. Что? Это философ Гюстав Ле Бон сказал. Знаете что? Дайте-ка мне телефон вашего Севочки. А вы не знаете, где Савина? Ушла. Что, совсем ушла? Она мне не докладывала. А вы, собственно, по какому вопросу, коллега? Я должен перед вами отчитываться? Ну, надо будет отчитайтесь. Милые дамы, должна вам сказать, что рожать не страшно и абсолютно безопасно. Здравствуйте. Если, конечно, соблюдены основные условия. Первое. Если вы вовремя встали на учет, сдали все медицинские анализы и выполняете предписание вашего лечащего врача. Второе. Если вы готовы к родам психологически. Ну и третье. Если ваш ребенок плод любви, желанный и ожидаемый всеми членами семьи. Ясное дело, что все эти три составляющих – это, конечно, утопия. Мы с вами живем на Земле, здесь не рай, и все немножко по-другому. Сегодня мы рассмотрим основные несовпадения с этой золотой триадой. Разрешите? Проходите, Всеволод. Присаживайтесь. Чаю? Не откажусь. Платон Ильич, что-то случилось? Какие-то проблемы с Жанной? Да ничего особенного. Если не считать того, что Жанна хочет сделать аборт. Как аборт? Зачем? А вы как думаете? Я не знаю, чего ей не хватает. Я хорошо зарабатываю, я люблю ее, забочусь о ней. Кстати, Ольга Резник тоже настаивает на аборте. Платон Ильич, я не понимаю, почему я должен отказываться от кого-то из них, если я их обеих могу сделать счастливыми. И потом я своих детей тоже смогу обеспечить. Так скажите это им, а не мне. А вот пойду и скажу. Я вот прямо сейчас вот пойду и скажу. Я им дам аборт. Красавец.
жену оперируют. Не убивайся так. Врачи у нас хорошие. Как она, Платон Ильич? Нормально. Скоро проснется. Сможешь ее навестить. Платон Ильич, спасибо вам большое. Лёва, 3-я ложка. Я не понимаю, чего вам, мужикам, вечно всего мало? Вон и одна умница, и вторая красавица. Неужели этот Казанова не мог определиться? Вот поэтому и не смог, что обе умницы и красавицы. Вот есть же страны, в которых живут в браке с несколькими женщинами. И ничего, все довольны. Они обязанности по дому делят, детей воспитывают. А к вечеру мужа встречают красивые, ухоженные. Дыбенко, ни одна нормальная женщина своего мужика делить ни с кем не будет. Ну, а вот если сравнивать количество мужчин и женщин в стране, то соотношение 1 к 2 – это как бы нормально. Я не поняла, Квитко. Тебе что, меня мало? Виточка, тебя мало не бывает. И кроме того, если бы у этого Севочки была такая жена, как ты, он бы другую никогда не искал. То-то же. А я скажу так. Дело даже не в количестве, а в качестве. Да, Лёва? Ну вот 2 жены еще пережить можно. А 2 тещи? Это вряд ли. Квитко. Чего? Тебе что, моя мама не нравится? Нравится. Очень. Да. Платон Ильич, разрешите? Заходи, любимый, не стесняйся. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что решил женсовет? Мы поговорили и решили, что ребенку нужен отец. Правильно. А еще мы хотим партнерские роды. Девочки, ну мы же так не договаривались. Ну вы же знаете, я боюсь крови. Придется потерпеть. Жанночка, ну… Даже не проси. До свидания. До свидания, Платон Ильич. Оленька, ну пойми. Не обсуждается. До свидания, Платон Ильич. До свидания, до свидания. Девочки, ну Платон Ильич, ну хоть вы им скажите, ну… Прекрасная идея. Спасибо вам, Платон Ильич. Пока не за что. Когда отошли воды? 2 часа назад. А промежуток между схватками? Я не помню, не знаю. Предродовую. Ну что ж вы так плачете? Я с мужем хочу рожать, а его нет. Ну сейчас я ему позвоню. Жанночка, я здесь. Все хорошо. Ваш муж. Танюша, у нас партнерские роды. Готовьте папочку. Пойдемте. Не туда, вот пойдемте. Аккуратнее. Все хорошо. Дышим глубже. Сейчас мы пойдем в родзал и родим ребеночка. А Сева, он с нами пойдет? Конечно же пойдет. Ну как? Сейчас. Можем. Аккуратненько. Вот так вот. Сева, ты идешь? Жанночка, я тебя здесь подожду. Я сказала, за мной. Сегодня просто обрал какой-то. Ну, Сева, держись. Все нормально. Схватка началась. Глубокий вдох. Тужимся. Сильнее тужимся. Еще сильнее тужимся. Тужимся. Все, головка родилась. Молодец. Стоп! Дышим.
Дыши, дыши, отдыхай. Отдыхай, еще чуть-чуть тужимся. Готово? Глубокий вдох. И начали, тужимся. Молодец, 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 молодец. 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 Все, стоп, дыши. Смотри, кого родила. Девочка. Жанна, мне плохо. Ну, хорошо. Отделяйте. Я тебе звоню, а ты непонятно где шляешься. Ну, почему же непонятно где? С женой рожает. Быстро за мной. Иди, чего стоишь? Молодец. Ну ты как? Нормально. Ну, молодец, хорошо держался. Спасибо. Кто будет принимать роды? Земцов, он уже готовится. Воды давно отошли? Давно. Вера, где ваш муж? Извините, где ваш муж? Она говорит, его в командировку срочно отправили. Знаешь язык жестов? Да. Живой, надеюсь? Живой. Готовьте его к партнерским родам. Пойдем, пойдем. Ну что, мужчина, пойдемте. Не, я туда не вернусь. Куда же вы денетесь? Учитывая отягощенный анамнез, у нас плановое кесарево. Скажи ей, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Можем начинать. Пинцет. Скальпель. Толмача верните. Сева не отвечает. Может, с ним что-то случилось? Угу. Сбежал, чтобы алименты не платить. Сволочь такая. Ничего. Обойдемся мы без этого кобеля. Он бы никогда не сбежал. Ты совсем его не знаешь. Не ори, будто ты знаешь. Мамочки, а что не поделили? Веру Василенко сегодня привезли, должна родить. Должна родить. Я муж. Да я поняла, что вы. Василенко родила? Понятно. Поздравляю, папаша. У вас двойня. Все-таки 2 родила. Нет, 3. Как 3? Говорили, что будут близнецы. Мужчина, вы что, издеваетесь? Я же вам говорю, у вас двойня. Нет, это вы издеваетесь. Разве можно так шутить? Оль. Отдохни немного. Моя спокойная, я поспала. Ты уже вставала несколько раз. Давай. Поспи. Ты была права. Сева подлец. Нужно было тогда аборт делать, сейчас бы не плакали. Его еще защищала. Что ты такое говоришь при ребенке? Да я ж... Может, ему действительно плохо сейчас? Можно подумать, плохо ему. Небось, 3-ю ищет. Придет серенький волчок, хватит Севку за бочок. Вот лопуха. Трубку не берет. Ну ничего, ничего. Он думает, Вита Игоревна его не найдет. Мы ему сейчас на домашний позвоним.
Ну, бери ж ты трубку. Кому звоним? Да султану этому. Девочки в палате из-за него скоро передерутся. А он пропал куда-то. Да не пропал, он вернется. У него сейчас забот выше крыши. Ему дом на 2 семьи готовить. Ну, хлопот хватает. А я говорю, что он сбежал. Я тебе говорю, не сбежал. Спорим? Тебе штаны распорим. Нет, ну серьезно, давай. Я говорю, вернется. Хорошо. А я говорю, что он не вернется. Олеся, разбей. А вы на что спорить будете? Ну как на что? Да вон на гематоген твой. Не, давай на американку. Проигравший выполняет желание. Какое? Любое. Так, я голой по больнице бегать не буду. Жанна, прости за вчерашнее. Забыла уже. Мы с тобой в одной лодке, ничего нам ругаться. А давай жить вместе. Снимем квартиру, детей по очереди нянчить будем. Исключено. Ну, я так предложила. У меня 3-комнатная сталинка. Места всем хватит. Слушай, ну будь другом, ну сними ты наручники, а? Не Ну, положено. позорь, ну. Доктор, здравствуйте, ну скажите. Здравствуйте. Снимите, пожалуйста, он не убежит. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день, папочка. Вот ваши детки. Поздравляю. Ничего, я подержу. Сева? А ну, подержи. Оль, не надо! Оленька, я все могу объяснить. А ну, отдал детей быстро! Оленька, это не твои дети, это не наши дети, это, вернее, это не мои дети, ну. Олечка, успокойтесь, это не его дети. Папаша, ну где вы ходите? Вечно опаздываете. Вот, возьмите детей. Это его дети. Ты бы лучше своих взял. Ой, какой маленький. Вот. Ты, боже мой. Видал? Вот за это и отсидеть можно. Как отсидеть? Требовал, чтобы писали в паспорт 2 жен одновременно. И только за это? Да нет, не только. Устроил митинг перед город-администрацией, грозился поджечь себя. Пройдемте, товарищи. Да погоди ты секундочку. Девчонки, держите деток. Там, ну будь человеком, погоди ты. Ну. Девчонки, вот это, ключи от квартиры, где мы будем жить. Все, берегите себя, берегите детей, все. Сева, ты? Сева, ну куда же ты? У меня для тебя приятная новость. А вы тоже жена Севы? Нет, я сотрудница. Мы вместе покупали лотерею, и разница на свадебную цифру, а Сева выиграл 100 000. Но ему сейчас эти деньги пригодятся.